Как в Алматы провести 2 дня полные приключений? Почему все влюбляются в этот город с первого раза? И как проехать к самому невероятному панорамному виду Алматы? Меня зовут Ануар Нурпииса. Я и моя команда покажем вам такие виды, от которых вы ахнете и скажете «Вау, Казахстан!». Это Алматы, она же Алмата, Алматушечка или просто Ата. Согласно Википедии, здесь проживает вот столько жителей. Приятно осознавать, что ты часть этой красивой цифры. Особенно, если ты переехал из Караганды. Первое, что приходит на ум приезжающим погостить в этот город – посещение высокогорного катка Медеу. Но мы покажем вам популярный утренний тур среди горожан. Утро современного алматинца начинается не с чашечки кофе, а с похода на термальный источник Горельник. И он начинается с лестницы здоровья. Поддержим этот здоровый тренд. Лестница здоровья состоит из 842 ступеней. Они ведут на вершину Медеуской серезащитной плотины, которая была построена в 1966 году. Уже на втором пролете меня потянуло закосплеить героя фильма «Брат 2». Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, горы, небо голубое – это все мое родное. Удивляет всех землян. Это все вау, Казахстан. Уверен, что для многих именно Медеуская плотина стала вратами в мир внутреннего туризма. И многие здесь сказали свой первый в жизни «Вау». Лично со мной было так. И каждый раз, приезжая сюда, я не перестаю удивляться городом, который влюбляет в себя с первого дня. С этого вида на Алматинские горы. Малое Алматинское ущелье. Можно без сомнений сказать, что это самый развитый туристический участок нашей страны. Именно здесь расположен самый масштабный горнолыжный курорт в Казахстане. Забыл сказать, что выше Медеу на своей машине вы не подниметесь, если только у вас не электромобиль. Но мое многообещающее утро столкнулось с нашей реальностью. А изменять реальность в наших силах. Поэтому я не смог пройти мимо. Ну все. Мой внутренний перфекционист может быть спокоен. Ну вот мы и пришли к финальной точке нашей утренней прогулки. Воркаут-площадка на Горельнике. Ну что, подкачаемся немножко для кадра. Именно эта спортивная площадка стала магнитом для алматинцев, ведущих здоровый и активный образ жизни. Позаниматься на свежем воздухе с таким шикарным видом – мечта любого воркаутера. И я не исключение. Стоит отметить, что заниматься воркаутом на этой площадке – одно удовольствие. Иначе бы здесь не было такой активности среди юных спортсменов. И не совсем юных. В этот нелегкий момент моей жизни я вспомнил тот самый сытный бишбармак в поселке Кумерше из нашего прошлого путешествия. Но самое главное в этой локации – термальный источник Горельник. Представьте, после усиленной тренировки вы встречаетесь с радоновой водой, которая прошла 320 метров, чтобы заживить ваши раны на коже и даже души. Ведь пребывание в этой воде повышает жизнерадостность и придает сил на грядущий день. Ну что, тренировочка окончена, а теперь нас ждет завтрак чемпиона. А для этого пройдем в ближайший визит-центр, который расположился прямо над источником Горельник. Атмосфера этого заведения заряжает тебя на шикарный день с первых шагов. Все люди вокруг излучают позитив и какую-то беззаботность. Интересно, на них так действуют горы или у них просто нет кредитов? И с большой вероятностью здесь можно встретить своих давних знакомых. Я каждый раз хожу и каждый раз смотрю и думаю, ну как так красиво. Вот я честно поражаюсь каждый раз просто красоте, и здесь заряжаешься, здесь классно. Но мы стараемся хотя бы раз в неделю, иногда бывает, что 2 раза в неделю, пока теплая погода. Опиши 3 словами город Алматы. Свобода, природа и творчество. Согласен, творить в таких условиях – это эстетический кайф. С видом на такие горы невозможно не творить. Но мне пока не до творчества.
После физической нагрузки все мои мысли только о топливе всех моих творческих идей. Утро вот именно так должно начинаться. Да, сырники в этом месте просто божественные. В полдень мы отправились туда, где нас ждали интересные новости. Мы прибыли в ущелье Аюсай, где год назад был построен потрясающий визит-центр. Этот пилотный визит-центр был построен за счет частных денег и не наносит ущерба окружающей среде. Внешний вид очень презентабельный. Посмотрим, что у них внутри. Добро пожаловать в визит-центр Аюсай. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажете? Конечно. А подсказать в визит-центре вам могут обо всех туристических активностях в округе. Также на базе визит-центра проводят лекции по пребыванию в горах, безопасности и волонтерские сборы, в которых вы можете принять участие. Меня поразил большой холл, где в это время шли работы по декорированию. Это прям вау-подход к подаче информации. Такого я еще в Казахстане не видел. Тут можно ознакомиться с историей ущелья и национального парка. Раньше мне было всегда стыдно за наши сувениры. Но в этом месте я увидел бутик, где есть вещи, которые можно смело отправлять друзьям за границу в качестве подарка из Казахстана. Не скажу, что тут шикарный ассортимент снаряжения для походов, но и это не спортивный магазин. Поэтому при походе в горы позаботьтесь о вашей горной амуниции. Но настоящий вау-эффект производит коворкинг визит-центра Аюсай. Просторный, светлый, все как я люблю. Обещаю себе однажды приехать и поработать тут. Вопрос. Здесь рядом где-нибудь есть место переночевать? Да. Рядом с нами расположился палаточный лагерь Тамыр. Вы можете пройти и узнать информацию. Оказалось, что самое интересное находится на заднем дворе визит-центра, а точнее на 50 метров выше в сторону леса. И там совсем другая атмосфера. Знакомьтесь, это Асель Исанова. Она автор проекта школы выживания в дикой природе и палаточного лагеря Тамыр. Асель, есть для нас палатка? Да, конечно. Пойдем, я тебе покажу ваши хоромы. Окей. Вау. Так, ну смотри, эту палатку мы называем коммунальной квартирой. Здесь 6 мест. И она очень высокая. Идеально подходит для людей, которые никогда в палатке не ночевали. Шикарно. Все. Залетаем. Вау. Круто. Вопрос с удобствами решен. А что по кухне у нас? А по кухне ответственный Павел Майоров. Это человек как швейцарский нож, всегда на страже вашего отдыха. Мы были голодны, а времени на готовку не было. И в такие моменты на помощь приходят современные технологии. Быстро приготавливаемая походная еда, которую нужно лишь подогреть в кипятке. И даже не нужна тарелка. Вот так это выглядит снутри. Найс. После плотного обеда необходимо прогуляться, и для этого у нас есть классная тропа в ущелье Аюсай. Пойдем? Пойдем. В этом ущелье я уже бывал, поэтому не думал, что могу открыть что-то новое для себя. Но увиденное стало приятной неожиданностью. Первый водопад. Я раньше доходил только до этого места. И интересно за собой наблюдать, что происходит в голове, когда ты попадаешь в знакомое место, но позволяешь себе идти дальше за черту, за которой тебя еще не было. Но чтобы безопасно перейти эту черту и вернуться обратно, нужно подготовить себя. А именно, сделать следующие обязательные вещи. Изучить маршрут, четко понимать, куда вы идете, за сколько он проходится,
и прочие моменты. Спланировать его, то есть составить некий план, неважно, как он в целом выглядит. Важно очень оставить информацию о себе близким, на случай, если вы потеряетесь или что-то произойдет. Изучить прогноз погоды и правильно экипироваться. Вот основные 5 тезисов, которые помогут правильно и безопасно ходить в походы. И вот черта пройдена. А дальше, как в интересной книге. Не успеваешь удивляться. В какой-то момент ты теряешь связь с реальностью и полностью погружаешься в сюжет знакомого фэнтези. Эта локация напоминает из фильма «Властелин колец», где Фродо Бэггинс сидел со своими друзьями и прятался от всадника. Очень похоже. Вот такие места у нас есть в Казахстане. Так что, Питер Джексон, можете приезжать сюда, смело снимать «Властелин колец 4». Уверен, что в каждом из нас живет тот храбрый путешественник-хоббит, который не боится переступить черту и открыть новые миры. Уже на этом этапе могу сказать, что тропа просто вау. Какая она красивая, будто в сказке. Если вы пойдете в горы с середины июля по конец августа, то вас ждет в горах сюрприз. Кайф. Посмотрите, какая она милая, натуральная, экологичная. Я понял, о чем вы подумали, глядя на это. Просто вау, малина. Так вот ты какой, верхний водопад Аюсай. Лучшей встречи с тобой не придумаешь. Время, технологии и люди. Это был вау-маршрут. Он достаточно легкий, невероятно красивый. Мой внутренний исследователь остался доволен. И спасибо за это Александру. Вернемся к Асель. Интересно, как она решила создать общественный проект «Тамыр»? Эта идея зародилась несколько лет назад, когда я увидела, как растет трафик в горы, интерес к горам, и все больше людей начали ходить в походы, начали отдыхать на этой территории, и, соответственно, возросла вот эта вот цифра чрезвычайных ситуаций, скажем так. Вот. То есть спрос и предложения выросли, а образования никакого не было. И вот тогда появилась идея заниматься этим, просвещать и обучать людей правилам пребывания в дикой природе и, в частности, нахождения в горах. При этой школе создано волонтерское движение, которое регулярно очищает местность от мусора. Находки волонтеров были настолько раритетными, что даже планируется открыть музей мусора, как живой пример того, что наш мусор будет разлагаться столетиями и даже тысячелетиями. Что особенно порадовало, палаточный лагерь Тамыр использует экологичный подход и сортирует мусор. Все верно. Хочешь, чтобы мир стал чище, начни с себя. А я, к стыду признаться, все еще на пути к этому. А в это время из кухни начали доноситься характерные звуки и ароматы чего-то вкусного. Ребята из лагеря готовят туристический суп из сайры и подручных продуктов. Стоп! Суп из консервированной сайры? Такое в первый раз со мной. Я был немного скептичен, но когда шеф по кухне Павел поднял крышку, я все понял сразу. Вау, вот это суп. Ты же еще его не попробовал. Вау. Но на вид уже вау. Ну давай. Либо на природе супер вкусно, либо Павел действительно вкусно готовит. Вау. +1 в копилочку вау-супов.
Вместо чашки кофе по утрам, с понедельника по понедельник. После увиденного за день появилось вдохновение, и я решил написать песню к нашему путешествию. Начало положено, мотив уже есть. Ладно, ребят, спасибо большое вам. Давайте, до новых встреч. Пока-пока. Эх, можно было еще задержаться в этом прекрасном палаточном лагере, но нам нужно ехать дальше и получать новый вау от Алматы. Особенно порадовало то, что до следующего вау мне пришлось идти 50 метров обратно в визит-центр. Я очень рад, что одним из первых попробую новый турпродукт в ущелье Аюсай. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Рассказывайте, что такое? Вот наши электровелосипеды, на которых мы ездим с Аюсая в горы. Вы садитесь, и вот, получается, с помощью электромотора велосипед разгоняется и едет. На одном заряде, получается, можно подняться 2 раза на Большое Алматинское озеро. Мне уже не терпится отправиться, поэтому... Что, поедем? Да, едем. Смотрю эти кадры и снова хочу оказаться в этом моменте. Когда ты просто нажимаешь на кнопку, и электробайк везет тебя навстречу к следующему вау. Короче, это оказалось вау на вау. Да, фирменная труба выдает наш маршрут. Мы едем на легендарное Большое Алматинское озеро, или коротко БАО. Ребят, такой кайф! Просто нажимаешь пальцем на кнопку, и велосипед тянет тебя вверх. Я не знаю, кто придумал поставить электродвигатель на велосипед, но ты капитальный красавчик. А наградой за наши сомнительные физические труды был живописный вид на озеро, которое неописуемо красиво в любое время года. Но все-таки, чтобы насладиться цветами озера, выбирайте ясный день. Ведь легким усилием солнца БАО превращается в вау-вау. Вау, Виталий, я вас благодарю за такой тур. Это просто потрясающе. Успехов вам в вашем проекте. Спасибо. И вам спасибо за компанию. Приезжайте еще. Пожалуйста. Ребят, это просто рекомендацион. Многие жалуются, что дорогу для личного автотранспорта на БАО закрыли. Но если совсем честно, это большой и жирный плюс. На БАО так стало тихо и спокойно. Я давно таким пустынным БАО не видел. Для классного фото на этом камне теперь не нужно стоять в очереди, как в прошлый раз. Теперь же попасть на озеро можно 3 способами. На электровелосипеде, пешком или иметь специальное разрешение национального парка. Последний раз я здесь был года 3 назад, и здесь было столько мусора. Но стоило закрыть дорогу на БАО, и стало намного чище. К сожалению, для нашего менталитета пока работают такие методы. Но я верю, что однажды мы все научимся выбрасывать мусор в урну, а не на землю. Важно всегда помнить главное правило культурных и образованных туристов. Это мы в гостях у природы. Так давайте вести себя как в гостях, с трепетом и уважением. Иначе вас перестанут звать в гости. Имейте в виду, чтобы попасть на следующую локацию, вам нужно пройти паспортный контроль. Это приграничная зона, поэтому имейте с собой документы. Это место, куда мечтает попасть даже самый ленивый алматинец. Но у него пока руки не доходят, и ноги тоже. Чтобы в полной мере ощутить алматинский дух, необходимо зайти на Большой Алматинский пик. Именно с этой точки открывается невероятный вид на весь город. Надеюсь, сегодня не будет смога сильного, и мы увидим Алматушечку. На пограничном посту проходит еще одна, но естественная граница. Здесь заканчивается еловый пояс, и пейзаж моментально преображается. Основная часть нашего маршрута будет состоять из острых камней и так называемой сыпухи, поэтому для этого восхождения вам нужно иметь подготовленную экипировку. Я часто вижу в горах людей, которые ходят в поход без трекинговых палочек. На самом деле важно иметь палочки с собой, потому что, во-первых, вы имеете дополнительные 2 точки опоры, то есть в случае скольжения, либо если вы споткнетесь, у вас всегда будет возможность
удержаться. И во-вторых, наличие палочек дает вам снижение нагрузки на ноги до 30%. А при длительных походах это очень ощутимый процент, поэтому пользуйтесь палочками. Говорят, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Вот с этим тезисом я бы поспорил. Такое мог сказать только тот, кто ни разу не был на вершинах гор. Но кроме невероятных видов, есть и еще одна причина, по которой я это делаю. Для меня поход в горы — это как проект. Ты видишь финальную точку, тебе становится страшно идти к ней, но, сделав первый шаг, ты приближаешь к себе к этой цели. Так же и в жизни. Все просто. Получаешь удовольствие от процесса, и в один момент ты понимаешь, что ты достиг этого. Самое главное даже не сама цель, а сам путь. Но двинем дальше, потому что уже облака затягивают, поэтому нам нужно успеть побывать на пике и вернуться обратно. Восхождение на Большой Алматинский пик состоит из 3 этапов. Нужно добраться до космостанции, затем подняться на перевал Мраморный и по крутому подъему идти только вверх, к самой вершине, откуда открывается просто фантастический вид. Когда вы пройдете все указатели, не переживайте, вам уже оставили подсказки. Если вы вдруг потеряли тропу, не знаете, куда идти, то ищите вот такие каменные столбики, их название Тура. Это специальные указатели, сделанные предыдущими туристами для тех, кто потерялся, чтобы вы нашли свой путь и безопасно дошли до вершины. Судя по сложности тропы, на которую вывели меня туры, это были отчаянные туристы. Поэтому, чтобы не испытывать судьбу в самом финале, обходите пик только с левой стороны. Но мне возвращаться было уже поздно, да и не мог я себе это позволить по техническим причинам. У нас осталась последняя батарейка на нашем дроне, да и мои были уже почти на исходе. Только адреналин от высоты и жажда обзорного вида давали мне сил идти дальше. И стоя на вершине, я в очередной раз осознал, как же нам всем повезло, что в нашей стране есть такой невероятный город Алмата. Кто хоть раз бывал в столице Южной, никогда уже не позабудет гор могучих и фальшивых Гуччи, и арасында оригинал. Вместо чашки кофе по утрам, с понедельника по понедельник ходят алматинцы по горам, а на крайний случай на горельник. Это вау, Алмата. Побывав здесь, ты поймешь меня. Это вау, Алмата. Город яблок ждет тебя всегда. С утреца возьму электробайк, с ветерком катну да вау-бау. Наш туризм тот еще клондайк, в перспективе круче, чем Мальдивы. Я серьезно? На остаток сил зайду на бар, В смысле на Большой Алматинский пик? мой любимый город на ладони. И скажу себе я, о май гад, что за день, и я хочу еще. Это вау, Алмата. Побывав здесь, ты поймешь меня. Это вау, Алмата. Город яблок ждет тебя всегда. Это было сложно и опасно, но результат того стоил. Вы только посмотрите, какая панорама окружает меня. И это наш с вами
Казахстан. То ли еще будет. Продолжайте смотреть проект «Вау, Казахстан» и восхищайтесь страной, в которой вы живете. С вами был Ануар Нурпиисов. До новых встреч. Это Вау, Алмата. И еще, друзья, когда вы идете в высокогорье, обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом. Не повторяйте моих ошибок.